Добрый день, друзья! Не так давно показывала вам еще один стеллаж с орхидеями. И на нижней полке этого стеллажа стоят не пересаженные орхидеи, которые я купила в течение этого года. Ссылочку на то видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Там целая полочка непересаженных орхидей. И вот одну из них я решила пересадить сегодня и показать вам эту пересадку. Но когда готовилась к съемке, хотела посмотреть, где же я вам первый раз показывала эту орхидею, и не нашла этого видео. Видимо, эту именно орхидею, по каким-то причинам я забыла вам показать. Поэтому фотография цветения этой орхидеи будет рядом. Это биглип, розовый, названия нет. Здесь стоит только номер на горшке, но мне он чем-то напоминает орхидею Мелодия. Но красивый. Когда я достала эту орхидею с полки, была удивлена, как всегда. Но я вам как-то уже рассказывала, что на Абби вдруг на листике появилось вот такое отверстие. Но это еще пока не отверстие, но на Абби есть сквозное отверстие, а здесь пока нет. У меня есть микроскоп. Я всегда смотрю, нет ли там вредителей. Нет, вредителей нет. А видно только засохшие части. И рядом никаких вредителей нет. И не могу найти информации нигде, что же это такое новое происходит с нашими орхидеями. Давайте сделаем пересадку. Она очень активно начала растить корни от шеи. С этой и с этой стороны. Вырастила здоровый большой лист. Да и в горшке корни неплохие. Давайте займемся ее пересадкой и посмотрим еще, какие корни у нее в горшке. Конечно, можно достать орхидею из этого горшка и в сухом состоянии корней, но жалко повредить такие корни. Давайте, как и все предыдущие орхидеи, опустим ее буквально на 5 минут в теплую воду, вода 28-32 градуса, и тогда очень легко освободим ее от старого горшка. Все игрушки. А где веревка? Где любимая игрушка веревка? Тебе ее подарили подписчики. Неси, показывай. Не помнишь где? Не знаешь? Не знаешь? А ушки вот так сделать? Нет? Ты сегодня у нас наблюдатель? Да? Ты сегодня наблюдаешь, как мы снимаем? Да ты моя умничка. Да, умничка. Речи умничка. Ой, скажи, все, застеснялся? Ты у нас не из стеснительных. Ой, тигр роднее. Ричи. Да не этого погрызанного тигра. Это остатки от игрушки тигр. Ты его уже всего съел. Надо было веревку принести. Красиво. Красивую веревку принести, которую ты еще не доел. А не тигра. Да. Давайте попробуем извлечь орхидею из горшка.
Ну вот и все. Мокрая кора даже легче отделяется. Сразу стал виден торфяной стакан. Вот он. Конечно, он сейчас очень сильно влажный, поэтому очень хорошо отделяется. В торфяном стакане самые старые корни, они гнилые. Ну, это почти всегда так бывает. Так вот, видите, как быстро и безболезненно мокрый грунт отделяется от корней. Я пойду промою корни орхидеи под проточной водой. Как я это делаю, ссылочку на то видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Демон. А ты почему не приходишь? Димуль. Давайте посмотрим, какие корни обнаружились после извлечения орхидеи из горшка и промывки под проточной водой. Вот такие малюсенькие корни мы в горшке даже не заметили, а они растут. Нашелся один совершенно сухой корень. А ведь больше ничего такого самого плохого и нет на орхидее. Это фласочный листик, который высох и закрутился за корень орхидеи. По-моему, это единственный черный кончик корня. Обрезаю, но не до живого. Давайте посмотрим, какие фласочные листики стоит убрать. Смотрите, как интересно растет цветонос. Он как-то закрутился, поднял фласочный листик вверх, а там растет молодой корень. Вот такой листик надо удалить. Разрываю лист на две части, растягиваю в разные стороны. Здесь есть корень. Нужно аккуратно пройти мимо этого корня. Вот так. И именно в этом месте остался небольшой зеленый кусочек листа. Весь его нужно убрать. Иначе он засохнет там и будет мешать или росту новых корней, но вряд ли здесь будут расти новые корни. Но сухие части листьев, они могут подгнивать. Такие листики мы всегда убираем. А этот лист можно оставить. Он немножечко желтоватый, поэтому орхидея наверняка заберет из него все питательные вещества и сама его отсушит. Так, давайте сначала я достану горшок. Горшок двойной. Объемом 2,4 литра. Он прекрасно подходит по размеру корней орхидеи. Посажу чуть глубже, не вот так, а чуть глубже в горшок, потому что этот листик орхидеи отсушит. Появится
стволик, начинают расти корни. Корни будут уходить в горшок или становиться воздушными, и потом можно будет досыпать грунт. Так. Посадки взрослых орхидей я делаю в керамзит. Ставлю орхидею по центру горшка и насыпаю керамзит в горшок. Постучала по стенке горшочка, чтобы керамзит более равномерно распределялся в горшке. Это так несложно пересадить орхидею. Так как корни у нас влажные, керамзит у меня тоже влажный, я всегда после посадки жду того момента, когда корни превратятся из зеленых в серебристые. Даже если мне в посадке не видно ни одного корня, хотя все равно где-то корень хоть один проглядывается. Я всегда наблюдаю за верхними корнями. И смотрю, как просыхает керамзит. Если я вижу, что в горшке керамзит просохший, но никогда не обращаю внимания на конденсат в горшке. Это не та влага, которая нужна корням орхидеи. Конденсат может появиться от разницы температур. Например, эта сторона стоит на подоконнике ближе к стеклу, на ней будет конденсат, а эта сторона стоит обращенной в комнату, на ней конденсата не будет. Это физическое явление, поэтому на конденсат никогда не обращаем внимания. Самое наше главное внимание – это корни. Полив делаю тогда, когда внешние корни стали серебристые, прошло еще 2-3 дня для того, чтобы внутренняя часть горшка тоже просохла, и только после этого осуществляю полив. Но из своего опыта могу сказать, конечно, я не наблюдаю за каждой орхидеей, конечно, я не заглядываю в каждый горшок, у меня их более 300. Поэтому все уже давно у меня проверено. 10-15 дней. И тогда следующий полив. Первый полив такой орхидеи будет водой чистой. Я использую воду из фильтра обратного осмоса. А второй полив с удобрением. И так я буду чередовать поливы. Чистая вода, удобрение. И надеюсь, что к зиме этот великолепный биглип, эта чудесная орхидея обязательно порадует нас своим цветением. Ну, по крайней мере, меня. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.